Итак, я наконец-то добралась до книжечки следующей, до Алан Брэдли «Сорняк, обвивший сумку». Во-первых, хочу сказать, что она у меня немножко пострадала, пока я ее читала. Пока я ее таскала, на нее разлилась прям бутылка моей воды. Ну ладно, неважно. Первое, хочу отметить, я посмотрела дизайн всей этой серии, и первые три книжки, у них очень крутой, кайфовый дизайн. Мне он очень нравится. Дальше что-то там пошло у них, мне кажется, явно не так. Итак, честно говоря, я пока еще все равно не поняла суть и соль данной истории, потому что вот в этой книжке она меня очень сильно опечалила, потому что 60% ее это просто обычное повествование в жизни, то есть никак не связанное с криминалом совершенно. Ну или с детективом. Вот. Что меня еще смущает, что увлечение главной героини чаще всего, ну, химией, фармакологией и так далее, растениями, чаще всего используются только чтобы напакостничать сестрам. Хотя, как казалось бы, детектив, это можно было бы вывернуть как-то и поинтереснее. И ощущается, что здесь не девочка как будто бы 11 лет, а как минимум подросток-мальчик. Там есть определенные такие высказывания, цитаты, которые больше присущи, мне кажется, мальчику-подростку, который воздыхает к своей возлюбленной более старшего возраста, но никак не девочке 11 лет. Но это мое сугубо субъективное мнение. Совсем забыла, что хотела вам немножко зачитать цитатки. Вот, даже вот пометки тут делала определенные. Если что, осторожно, спойлеры. Я еще постараюсь текстом добавить в начале всего этого куска. Флавия встречает то ли жену, то ли девушку шерифа. Я скажу шерифа, потому что не помню, как он здесь по-нормальному назывался. И вот, что она говорит, когда увидела данную женщину. Если бы она бросила палку и сказала мне принеси, я бы послушалась. Это очень странные мысли при виде другой женщины. То есть восхищаться красотой бесспорно, да, бывает, но вот такое раболепство это больше присуще мужчинам по отношению к женщинам, когда они восхищены. И вот в эту же степь, в эту же историю я хотела поинтересоваться, на каком отдаленном острове находится ее храм, чтобы я могла прийти туда, поклоняться ей. Но я остановилась на том, что шаркнула ногами и пробормотала. Вот, тоже в ту же степь. Какой храм? Ну, не знаю, по крайней мере, я никогда не сталкивалась вот с таким описанием девочки, женщины, уж точно. Там также очень меня как-то поразила цитата про свинью. То есть главная героиня, там пожилая женщина или женщина ничего не сделала, а ее жестко обозвали, по крайней мере, про себя свиньей. Мне показалось это как-то, ну, вообще не в те ворота. Так. Опять чуть не забыла про очень жестокую фразу про свинью. Это, оказывается, было не про... Это, оказывается, было про мальчика, про Неда. Вот. Я бы с радостью скормила его свиньям. Опять-таки, он ничего такого не делал, по крайней мере, из того, что я читала, чтобы заслужить вот такое высказывание. Так что для меня это показалось очень жестоким. Очень схожа структура книг, то есть сходство с первой книгой в завязке, то есть ссора второстепенных героев, Флавия подслушивает каким-то это образом, потом происходит убийство, и участник, как раз-таки участника спора. Кстати, я не помню, я вроде бы не говорила, но, оказывается, должны были снимать в 2015 году про Флавию де Льюис сериал. Я даже нашла трейлер, я, может быть, вставлю кусочек даже в этот видео. В
было бы интересно, мне было бы любопытно понаблюдать, что бы из этого вышло. Вот, но, к сожалению, как я поняла, как я бы не искала, сам сериал так и не вышел. Возможно, ей так и не получилось получить свою экранизацию. Вот. Но трейлер на 1 минуту был. Вот что я могу сказать. А, Так что вот такие вот мои мысли по поводу этой книжечки. Вот. Что хочу сказать. Это только лично мое мнение, только мои ощущения, только мои эмоции от прочтения. Так что, если вы не согласны, то напишите, в чем именно не согласны, или, возможно, какую изюминку в Флавии Делиус я пропустила. Вот. Давайте рассуждать, давайте обсуждать. Вот. Всем большое спасибо. Всем счастья и пухлых кроликов. Пока-пока.